Ну что, всем привет. Смотрите-ка, как ситуация-то поменялась. Неожиданно. Обычно фон за нами всегда был зеленый. А тут, смотрите, снег выпал. Зима пришла. Ну вот. Я приветствую вас на своем канале. Друзья, сегодня мы с вами отправляемся в заснеженную экспедицию. Попробуем покопать. Хотя условия не самые хорошие, -3, штормовой ветер. Но пока еще снежный покров не сильно великий, большой. Попробуем что-то порыть. Да, кстати, друзья, я по статистике посмотрел, без подписки смотрит процентов 90. Ну, друзья, ну что вам там, ну подпишитесь уже. Что без подписки-то смотреть, пропустите самое интересное. Итак, ладно, мы с вами отправляемся. Не могу долго держать телефон в руках. Руки стынут, -3, ветер. Все, встретимся на точке. Итак, друзья, привал под сосной. Спрятался от ветра. Буду сейчас детектор собирать. Ну что, какие условия? Ну вот тут снега. Ну, в принципе, подушка. Снега небольшая есть, но она мягкая. Снег не мокрый, это хорошо. Температура будет, если будет небольшой минус, это даже лучше, чем 0. Тогда снег будет липнуть к катушке, будет вообще некомфортно ходить. Ну, посмотрим. Уже условия не идеальные для поиска. Попробуем что-нибудь выкопать. Традиционно уже без косяков не обошлось. Какой коп может быть без косяков? Забыл GoPro в машине. Так что снимать я вам буду сегодня с телефона. Вот. Какие-то активные фазосъемки, конечно, не получится с телефона, но обзорчик находок я вам сделаю. Ладно, погнали. Так, у нас первые гости. Здоровые собаки две. Собака сейчас мимо видит. Бля, это нехорошо. Ну что я вам скажу? Снег высокий, конечно. Где-то уже полчасика покопал. Поверхностный воздух какой-то достать можно. Но где-то подушка с 10 сантиметров получается. Но я вообще не ожидал, что будут сегодня находки. Сигнал был вот такой мусорный, но монета. И как ни крути, но мы нашли монету. И что за монетка? Сейчас мы это все узнаем. Я так надеюсь. Ух ты! Империя. Николаевские полкопейки, судя по всему. Судя по вензелю. Ну да, по 1/2 копеечки. Сейчас мы чуть нафокусируем. Да, что-то даже тут видно. Вот так это все выглядело. Да, даже там год прочитается. Ну что ж, ну блин, я очень доволен. Я доволен такими развитиями событий. Детектор весь в снегу. Ну, в принципе, довольно комфортно. Иногда солнышко выглядывает. Ладно, продолжаем. Итак, как я и сказал, это было полкопейки. И когда мы немножечко помыли ее, это прочитался год. 1897 год. Даже виден монетный двор СПБ. А что, друзья, можно было купить на полкопейки в 1897 году? Вы знаете? А я вам не знаете? А я вам скажу. Вот за эту монетку можно было купить кусочек черного хлеба, особенно в сельской местности. Также можно было купить спички. Спички продавались пачками, и стоимость пачки была 1 копейка. То есть полпачки спичек можно было купить также на полкопейки. Газеты стоили 1 копейку. Но говорят, что старые выпуски можно было купить и за полкопейки. Вот. Также в лавках где продавали сладости, можно было купить карамельку за полкопейки. А также можно было свечи и керосин на разлив купить тоже за данный номинал. То есть, в принципе, хоть это и маленький номинал, но купить на него можно было много чего на самом деле. О, какой вид хороший. Небо голубое. Вот раскопал я такую громадную яму. Был шикарный сигнал, выкопал крышку. Такую крышку модную выкопал. Вот червяк в ней. Кости всякая.
Керамика здесь. Обломки посуды. Ну, похоже на какую-то мусорочку. Разрыл небольшую. Был хороший сигнал, но вот все-таки я достал его. Блин, где-то, не знаю, он, глубина вот была примерно, вот смотрите сколько. Такая крышка полметра. Такую крышку нашел. Но ничего больше. Ладно, продолжаем. О, солнышко выглянуло. Вообще шикарно. Понятно, то ли собаки воют, то ли волки. Кто-то воет. Будем надеяться, что это собаки. Может, какой-то лай есть. Все странные эти места здесь. Кого здесь только нету. Знаете, какой есть минус копать в минус? О! Минус копать в минус. Бля, ну я и выдал. Смотрите. Земля, она теплая, горячая. Моментально эта земля примерзает к лопате. Смотрите, каким комом. И это уже камень полностью. Вот. И это постоянно идет борьба. Борьба идет постоянно с отбиванием этой корки земли. Вот. Минус копать минус. Блин, надо запомнить. Ладно, мы продолжаем. Итак, еще одна находка у нас вылезла. 86. О! Вы думаете, это хрень какая-то? А это не хрень. Это мушкетная пуля. По 3 полоски. В свое время их даже покупали за какие-то деньги. Сейчас не знаю. Ну, это свинцовая такая болваночка. Прикиньте, блин. Такая, блин. Пум! Там, блин, мозги пораскинешь. Еще как. Ладно, продолжаем. Вот, блядь, люди придумывали средства для истребления других людей. Все жестче и жестче. А хотите, я вам расскажу подробнее про эту пулю? Пуля непростая. Это знаменитая пуля, так называемая пуля Минье. Пули этого типа использовались в дульнозарядных ружьях с нарезами, таких как Энфилд 1853 года. Эти пули становились популярными из-за своей особенности расширяться при выстреле, что позволяло лучше взаимодействовать с нарезами ствола и увеличивало точность. И вот такой экземпляр попался к нам под катушку. Мы рады ему, конечно, но в коллекции я его оставлять не буду. Ой, я нашел какую-то херню. Звенящую 77. Судя по всему, эта херня когда-то была прикольной штукой. Вот такая вот херня. Хрень заморская, цены немалые. Похоже на какой-то обломки колокольчика или нет. Как я заметил, вот пошли сигналы здесь. И я заметил одну закономерность. Поэтому я ее сейчас проверю, эту закономерность. Потом в конце видео вам расскажу про нее. Я подозреваю, минут через 15 начнется шоу Бенни Хилла. Там вот такой, блядь, фронтик идет. Опять я. Там идет темное такое гнетущее небо. Телефон, кстати, не так передает, он немножечко осветляет. Картинку делает более перспективной. Ну что, мы это любим? В непогоду и копается веселее. Ну вот, друзья, и наступает то, что я вам говорил. Начало маленького пиздеца. Извините за мат. Все, повалило. Это событие, которое закончит наш коп на некоторое время, судя по всему. Снегопадом сейчас завалит, а потепление не обещается, не ожидается. И останется у нас только море. Копать на море. Ну что, сегодня мы еще копаем. Снежинки падали. Мы продолжаем, друзья, продолжаем. Ну что, ничто ни почем, как говорится. Начинает засыпать. Ну, сегодня мы еще покопаем. Покопаем. Сигнальчик тут вроде как
81, такой с примесями железа. Совсем с железом. Так, ладно. Копаем. Как там было в песне? Звенит январская вьюга. Да, вьюга, что надо. Как говорят там дети, вьюшка прилетела. Сейчас нас заметет. Ё-моё! Это уже... Это вам, понимаете ли... Это профессионально. Как говорится, я уже в ту сторону точно не пойду. Пойду по ветру. Но, смотри, дорога замело. Куда идти, хрен знает. Все, ничего не видно. Вот это поворот, вот это коп получился. Интересный. С приключениями. Ну вот, смотрите, прошло буквально минут 10. Это, блядь, бешеная вьюга. В какой-то момент я уже там просто, блядь, херачила так, что там просто опустив голову, шел вперед. И вот сейчас смотрите, голубое небо сзади. Весь фронт ушел туда, туда ушел. Ну ладно, что-то как и по нем еще. Ну вот и солнышко выглянуло. Красота. Небо голубое. Ну вот, немножечко расслабились. Небо голубое, да? Там впереди опять идет фронт. Блин, здесь навалило деревьев, короче. Ну вот еще находочка у нас тут вылезла. Железнодорожная пломба. Большущая. Такая с потерями. Свинцовая пломбочка. Ну, сейчас, наверное, полчасика еще похожу, буду выбираться. Все уже на сегодня, блин. Все, что мог, проверил. Монету выкопал. Вот, сейчас еще покружусь и пойдем на выход. Подводить итоги. Итак, я ее немножечко помыл, почистил. Просветилась легенда. Я здесь что вижу? В прямоугольнике посередине я вижу 18 апреля. Апреля и дальше идет 0 или О. Сверху семерка римскими буквами УЧ. И дальше видна УЧ, может быть участок. Точка, буква С. Внизу гуд. Гуд, супер гуд, але супер гуд. А с другой стороны мы видим снизу D, сверху R.O, 3 и 1. И это все, что мы видим на данной пломбе. Это железнодорожная таможенная пломба. 18 апреля была проштампована. Код неизвестен. Вдобавок ко всему пошел и град еще. Блин, как здесь все меняется. Вот смотрите на мои градины. Сейчас я вам покажу. Вот такие. Падают небольшие. Пока не больно. Ладно, выхожу, наверное, уже. Километры убираться, буду идти макать по дороге. Ладно? Прикольно. Довольно крупный град пошел. Какие градины. Ну вот, у нас похоже на персточек еще и вылез до кучи. Похоже на то, да, на персток. Потом, да, очищу его. Да, совершенно верно. Он самый, что ни на есть, наперсточный. Ой, жесть. Итак, перейдем к наперстку. Я его частично почистил. И что мы тут видим? И у нас виден орнамент в виде греческого меандра и характерной точечной текстуры на верхней части. Такие наперстки использовались начиная с позднего средневековья и до 19 века. Судя по орнаменту и материалу, данный наперсток может относиться к 18-19 векам. Меандр часто использовался в декоративных элементах в это время, особенно в Европе. А наперстки такие использовались как по прямому назначению, либо для шитья, либо могли также продаваться
в сувенирных и декоративных наборах. Вот о чем нам сказал вот данный наперсток с элементами меандра. Я уже собрался выходить, но мы с вами еще эту интересную находочку вытащили. Не могло без этого сегодня день закончиться. Смотрите. Смотрите, ханукальный волчок. Или дрейдл. Очень хорошая находка. Она даже каких-то денег стоит. Я вам покажу уже в очищенном виде, как он работает, и все про него расскажу. Интересная находочка. Отлично. Ну что, друзья, вот я его почистил. И перед нами вот такая замечательная вещица. Многим непонятно, что же это такое. А это, друзья, это ханукальный волчок или дрейдл. Это традиционная еврейская игрушка, связанная с праздником Ханука. На гранях такого волчка обычно изображены буквы еврейского алфавита. Вот это, похоже, буква Нун. Вот это буква, наверное, Хей. Это буква Шин. И это буква Гимл. И вместе это является акронимом фразы Нес Гадоль Шаяхам, что в переводе на более понятный язык великое чудо произошло там. Данный дрейдл использовался как для игры, то есть он крутился вот так вот замечательно, падал на какую-то грань, и данная буква еврейского алфавита, она означала в игре определенное действие. Эта игра была по принципу костей, то есть там один символ означал там пополнить банк, там один символ означал пропускать ход, добавить монету, ну там есть свои определенные правила. Но также кроме игры это был символ памяти о чудесах Хануки. Вот такой вот маленький невзрачный предмет, а столько интересного мы о нем узнали. Хотите узнать правила игры поподробнее? Пишите в комментах, я вам отдельным видосиком расскажу, и мы с вами даже можем в него поиграть. Так, друзья, все, закончили мы на сегодня. Возвращаемся на базу, как говорится. Ну что, интересно, покопали. В таких условиях тоже, как видите, можно копать, можно что-то выкапывать. Конечно, условия не самые идеальные, но все равно это интересно, увлекательно, познавательно и полезно для здоровья. Любое, друзья, движение – это жизнь. Вот, одно наблюдение, там говорил, обещал рассказать. Друзья, вы никогда не ленитесь копать под лэпом, если ваш детектор вам позволяет. Но на Deus 2 вы можете спокойно перейти на одночастотную программу, и помехи от лэпа вам не будут мешать. Почему-то там будет всегда больше находок, потому что многие копатели обходят лэпы по той причине, что на некоторых приборах лэпы создают помехи для детекторов. Многие копатели, дилетанты эти места обходят. Профессионалы, конечно, знают, как с этим бороться. Ну вот. Поэтому под лэпами всегда есть находки. О, что еще хотел сказать. Итак, видос я, наверное, выложу сегодня. Сегодня какой 4 января. Потому что я снимал на телефон. Мне с телефона легче будет это все дело замонтировать. Вот, поэтому, скорее всего, я вам сегодня и выложу вечером. Вам на радость. Или завтра с утра. Вот, ладно, все, друзья. Смотрите, какая лопата. Зачетнейшая просто. Все, друзья. Всех был рад вас видеть. Подписывайтесь на нашу телегу. В телеге уже есть небольшой обзорчик сегодняшнего выхода. Всегда будем вам рады. Короче, все. И на YouTube подписывайтесь. А то многие смотрят без подписок, как я говорил. Так просто это не дело. Пропустите самое интересное. Все, друзья, всем пока. Пока-пока.